Всем привет, Оз на связи. Если ты смотришь мои видео, но до сих пор не подписан, нажми красную кнопку под видео. Тебе не сложно, а для меня очень важно. А также вы можете поддержать мой канал рублем, ссылка в описании. В этом видео я продолжаю тему урона, и в этот раз мы будем говорить про лучников. Рекомендую налить чайку и взять сладких плюшек. Для удобного просмотра я добавил тайм-коды, и вы можете смотреть только то, что вам интересно прямо в режиме просмотра. Учитывая то, что лучники хорошо работают в обороне, это видео будет полезно всем. Поэтому прямо сейчас поделись им с друзьями, а мы начинаем. Академия наук. Раздел «Расширенный урон» добавит 8%, 3% в первой науке и 5% во второй. Также в Академии есть раздел «Отборные войска». Наука урон лучников 1 – 5%, урон лучников 2 – еще 5%. Итого 13% из Академии. Еще одна наука в башне древних, книга пограничной рудной жилы, наука усиления урона стрелков. Многие игроки говорят, что она работает в оригинальном королевстве, но я не уверен в этом. Возможно, когда-нибудь я это проверю и обязательно сообщу вам. Навыки лорда. Первая ветка битва. После навыков здоровья есть навык длинный лук. Он увеличит урон лучников на 16%. Точно такой же навык есть у героев. Давайте посмотрим на универсальных героев, таких как Сельма или Кристина. Их ветка навыков битвы очень похожа на ветку навыков лорда. Навык длинный лук есть у героев Сельма, Кристина, Святой щит, Бастион, Пожиратель душ, Бернард, Мастер песни войны, Санада Юкимура, Джаред, Торговец и Дикий мечник. У него всего 15%. Из новых героев. Король Артур имеет два навыка. Стрелка рыцаря по 6% каждый. Итого 12% к урону стрелков. Еще один новичок, герой Пандарус или Пандарус, может дать 5%. Навык называется урон стрелков. Кроме этих героев, у нас есть два героя, которые сделаны исключительно для луков. Стрела бога любви имеет три навыка. Урон лучников 5%, и тот же самый длинный лук 15% и еще 5%. Итого эта героиня даст нам 25%. Ну и старичок, скиталец ветра, тоже имеет навык длинный лук, но здесь мы получим целых 30% к урону лучников. Плюс у него есть активный навык прочный лук, третья звезда, увеличение урона лучников 10%. Снаряжение архангела. Нас интересует кольцо архангела. При помощи перековки можно выкрутить 3 дополнительных атрибута, каждый из которых даст вам по 1,8% к урону лучников. Если у вас нет камней перековки, то вы можете попробовать добавить эти атрибуты с помощью гравюры. Также, если добавить эволюцию снаряжения на это кольцо, то можно добавить еще немного процентов для урона на каждый атрибут. Тем, кто гонится за уроном лучников, следует обратить внимание на сапог королевы. Здесь мы можем получить 2%. Но если у вас совсем беда со снаряжением, вы можете использовать кольцо Арктики для увеличения урона стрелков. Драгоценные камни. Турмалин, камень розового цвета. Максимум можно выбить 8%. Если видите эти камни, обязательно ставьте на них замок, чтобы не потерять. Также есть звездный метеорит, который добавит всеобщий урон. Максимум 4%. Это очень редкий камень. Строй войск. В первую очередь это комбинация строя. Если вы используете 6 строев зеленого качества, вы получите 1% к урону лучников. Если использовать 6 синих, то вы получите 3%. 6 фиолетовых увеличат урон луков на 5%, и 6 оранжевых строев могут дать вам 8%. Также строй 5 и 6 положения может дать вам случайный атрибут урона лучников. Максимальное значение 3%. Драконье слово. Здесь большой выбор, но мы возьмем максимальное значение в 6%. Для атаки используйте убийца богов, истребление и упавшие небеса. Упавшие небеса — древнее слово, поэтому хорошо подумайте, прежде чем его активировать. Для защиты используйте бог над нами или кара. Кара даст 4% урона. Есть еще одно слово «сломать острие», и здесь вы можете получить 10% к урону лучников, но тогда общая статистика будет ниже. Продвижение войск.
Используя удачный камень, мы можем улучшить урон лучников. Этот атрибут даст нам 5%, а также у нас есть шанс получить еще 5%. Я уже получил 8%. Насколько я знаю, это максимальное значение и больше здесь нельзя получить. И это хорошо. Руководство по украшениям. Чем больше у вас обликов, тем больше у вас очков. Набрав всего 300 очков, мы получим урон стрелков плюс 1%. Еще плюс 2% мы можем получить, если набрать 7000 очков. А также за 1000, 5000 и 10 тысяч очков мы получим 3% всеобщего урона, по 1% за каждый уровень. Смею предположить, что есть облики замков с дополнительным атрибутом урон стрелков, но я таких пока не встречал. Если вы знаете, какой облик дает урон стрелков, напишите в комментариях. Постройки. Строительство зданий тоже может увеличить урон стрелков. Постройте чудо до 6 звезды, и навык Святая Слава 6 уровня увеличит урон стрелков на 2%. Еще один очень важный момент. Расширение стрельбища на максимальный уровень увеличит урон лучников еще на 3%. Но это очень дорого, и без долларов здесь не разобраться. Хотя если поставить себе цель, то все равно нужны доллары. Хорошо развитая наука Альянса тоже поможет поднять урон стрелков. Наука 2-го ранга называется Король лучников. Увеличит урон, наносимый лучниками, на 10% для всех членов Альянса. Не торопитесь уходить отсюда, заглянем в чудо цивилизации. А потом перейдем в личную звездную карту. Еще плюс 5% урона стрелков ищите в оранжевой ветке. У нас она здесь, а у вас может быть здесь или здесь. Все зависит от чуда. Драконье стекло и магия в Академии могут увеличить всеобщий урон. Это значит, что увеличится и урон лучников. Золотое драконье стекло 38 и 39 уровня. В дополнительных атрибутах можно выкрутить до 3% всеобщего урона у 38 стекла и чуть больше 3% на 39 стекле. Кроме этого, 100% заряд 38 стекла на светлой стороне прибавит 0,5%, а на темной стороне плюс 1%. Активируйте оранжевое и фиолетовое стекло того же уровня, и вы получите небольшой бонус к вашим атрибутам. В волшебной книге Академии нас интересует благословение ветра. Если взять золотую магию, то на первом уровне мы увеличим урон на 7,2%. При максимальном развитии до 5 звезд мы получим 10% всеобщего урона. Сейчас фрагменты этой магии доступны в событиях Милость богов и Рыцарский зал. Навыки дракона. Лично для меня здесь все покрыто тайной. Я слышал, что есть навык дракона «Тяжелая атака», который дает 5% к урону лучников. А еще я слышал, что есть навык дракона «Разорванный дьяволом дракона». Ну как разорван? Как бы изнасилован? Но это не точно. В общем, если у вас есть такие навыки или вы их видели, скажите, где они находятся. А еще есть такие навыки, как одиночный урон лучников при обороне или при нападении, например, в атрибутах строя. Как он работает, я пока не разбирался, поэтому предлагаю разобраться с этим вместе с вами, все там же в комментариях к этому видео. Постскриптум. Кроме всего сказанного, есть индивидуальные способности каждого вида солдат. Например, молитва «Продвинутый пробой» у лучника Асуры, которая увеличит урон, наносимый всем видам войск. Но это уже другая история. Ну что, сколько процентов урона насчитали, пишите в комментариях, а на этом пришла пора прощаться. Надеюсь, ваше чаепитие удалось и вы узнали что-то новое. Обязательно поделитесь этим видео с друзьями и поставьте свою оценку. А если ты до сих пор не подписан на канал, даю возможность исправить это грубое недоразумение. Прямо под видео красная кнопка, жми прямо сейчас. Оз был на связи, всем пока. Ну и это, ребята, если я все-таки что-то забыл, напишите в комментариях. Давайте вместе с вами поставим жирную точку в разборе урона лучников.